Shall we begin? Let's begin now. Всем привет! Вы на канале Кругосветка с Третьяковой. Это путешествие по Шри-Ланке. Город, который покорил англичан, за что подданные британской королевы так полюбили Нувара Элию. Ну вот тут, собственно, и Ее Величество. Осторожно, еда! Обратите внимание, зажаристой с корочкой. И колорит самого противоречивого высокогорного курорта Шри-Ланки. И здесь такой стоит непередаваемый аромат солярочки. Let's begin now. Город Нувара Элия расположен в центральной провинции Шри-Ланки на высоте 1868 метров над уровнем моря. Дорога сюда самая живописная, независимо от того, какой способ добраться вы выбрали – поездом из столицы Коломбо или на машине из Канди, так же, как я и моя подруга Марина. Едем в Нувара Элию из Канди. Честно говоря, сегодня погодка намного жарче, чем в предыдущие дни, или, может быть, от того, что мы сейчас поднимаемся высоко в горы. Нувара Элия выше в горах, чем Канди. Серпантин сплошной, дорога достаточно опасная. А вот, собственно, машинка, на которой мы едем. С горного серпантина открывается вид, от которого захватывает дух. До Нувары Элия остается примерно километров 25. Посмотрите на эти ущелья, долины, водопады и чайные плантации. Ради них многие и забираются на эти ланкийские склоны. Ребята, мы в Нуваре Элии. Это городочек, называется Маленькая Англия. Это, сейчас я скажу, как это. В переводе Нувара Элия – это город тысячи огней или город света. Как мне понравилось это здание, оказывается, это всего лишь почта местная. Самое красивое здание в центре города – почтовое отделение с часовой башней. Оно построено в английском архитектурном стиле. Интересно, если письмецо отправить, сколько оно будет идти по времени? Тут, собственно, и Ее Величество Елизавета. Здесь, видите, какие названия отелей? Королева Елизавета, Виндзоры. И, в общем, я думаю, что все благородное семейство здесь как-то отметилось. В XIX веке британским колонизаторам в горах понравился прохладный климат с туманами по утрам и дождями после полудня. Ностальгия по туманному Альбиону стала причиной появления небольшого курортного городка. Англичане заложили традицию приезжать сюда на отдых в апреле, когда на побережье Цейлона особенно жарко. Наш отель оказался в таком колониальном стиле. Используется камень, дерево, мебель интересная. Вы смотрите, какая красота! Я в восторге! Носильщики чемоданов сейчас шли по лестнице, матерились и говорили, что они кладут в эти сумки. Еще они там кирпичи, что ли, таскают. Вот такой вот тут вид. Есть еще номера с окнами на город, но здесь все-таки потише. Окна нашего номера выходят на Пидуру-Телагалу, вершину самой высокой горы на Шри-Ланке. Местные почему-то называют ее Педра. How old is this building? This is 1989, 84. 1984. Yes. There's a photo, madam. That is 1950. There's an old photo. Сейчас нам покажут фотографию этого отеля, старую самую фотографию. It's old water, 1950. Oh, interesting. 1926, Norelia city, old, the British time. And how many years are you working here in this hotel? Myself, I'm working 29 years. I'm the housekeeping judge. Перед тем, как приехать сюда, в Нувара Элию, смотрела информацию про этот город, отзывы и наших российских туристов, и европейских. Все отзывы были о том, что, в общем-то, город достаточно прохладный, что здесь дожди идут,
кто-то куртки на себя надевал. Нас Нуаре-Элия встречает пока очень хорошо. Так, куда идем? Пойдем. Вообще никакого намека на дожди нет. Единственное, вот смотрите, облачко. В это время года, видимо, самый такой засушливый период здесь в горах. Жителя Нувара-Элии легко отличить от любого другого ланкийца по шапке. Яркие вязаные шапки здесь носят и дети, и взрослые. Выглядит это, честно говоря, забавно, особенно если учесть, что на улице летняя жара. The weather, it's cold for you. Yeah. Not much, but little bit. What's your country? Russia. We're from Russia. Yeah. Okay. For us, it's very hot temperature. Here? Yeah. For us it's a real summer. Найти маленькую Англию в шумном азиатском городе оказалось не так-то просто. Вот, смотрите, какая красота. Вот где эта маленькая Англия? Где? Go straight and turn that side. You can go from here and go down. Наконец, мы это сделали. Вот она, хваленая во всех путеводителях маленькая Англия. Особняки и фахверковые домики скрывались от нас в квартале, который находится напротив озера Грегори. Друзья, мне нужна ваша поддержка. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Кругосветка с Третьяковой. Зашли сейчас, видимо, на территорию какого-то отеля. Нас соблазнила табличка с надписью «Клубничные кейки». Марина очень хочет их попробовать, какие-то они тут национальные. Здесь такие, видимо, комнатки, небольшой отель. Ой, какие классные. Вот такой штучкой можно было помешивать камин. Тынь-тынь-тынь, дровишки, согреваться, красота. У них такая есть фишка, все здания, которые были построены во времена присутствия англичан, они хранят эту историю и вывешивают в лобби где-то вот эти фотографии. Ну, это, собственно, вот так сами ланкийцы выглядели, а здесь английские джентльмены. До последнего теракта на Шри-Ланку приезжало много туристов из Европы, в основном англичане, немцы, поляки, но судя по тому, как много отелей строится на острове, власти постараются поскорее вернуть доверие туристов, как это сделала Индия после Мумбаи, Таиланд после взрывов на юге страны. Ланкийцы решили пойти по самому простому, но, в общем-то, не самому верному пути. Если раньше они строили вот такие маленькие отели в английском колониальном стиле, то сейчас по всему острову идет глобальная стройка. И строят они огромные бетонные коробки отелей. Вся вот эта прелесть высокогорного курорта теряется, утрачивается. По дороге в свой отель не могли не остановиться. Вот же они, знаменитые нувараэльские вязаные шапки. Вот такая шапка должна быть у каждого уважающего себя жителя Нувараэлии. Это не зимняя одежда, это летняя. Традиционные летние шапки. Нувараэлия стайл. Даже не стали предлагать мне, потому что понимают, что не подходит мне, не идет. Не идет мне этот наряд. Русским только шапка-ушанка. Парк Виктория – рай для орнитолога. Сейчас пытаюсь догнать местную цаплю, подобраться к ней незаметно. Нетипичная Шри-Ланка. Где мы? В Азии или в Европе? Профессор-недоучка предполагает, что это можжевельник. Чай и водопады. Вот она, визитная карточка Цейлона. Так, это Виктория парк. В самом центре Нувараэлии разбит большой зеленый парк. Ноги сами сюда приведут. Парк Виктория был основан в конце 19 века немецким принцем. Он привез сюда первый дуб из Европы и посадил. В этом парке собраны растения со всего мира. И 90% растений не шри-ланкийские, а из других стран. Особенно парк славится своими эвкалиптами. В общем, здесь собрано почти 60, по-моему, видов разных эвкалиптов со всей планеты, деревьев, самая большая коллекция. Обхватить их невозможно, гигантский. Парк будет очень интересен орнитологам.
Вот в эту кинь что-нибудь. Мы читали, что здесь где-то проходит река Нуова Ойя, через нее мост. Надеюсь, это не то, о чем они писали, потому что очень как-то разочаровывает. Да, и вонючка еще, вонючка такая, да. Вонючка знатная. Настоящая качественная вонючка. А вот эти вот елочки, как нам садовник уже успел сообщить, они привезены из Чили. Вот у этой ели лапа так лапа, вот это вот лапа, мясистая такая, толстая. Розовый сад. Я вижу чайные розы. Можно сделать фотографию вот под этим кустарником цветущим и подписывать: я в отпуске в Крыму, я в отпуске в Египте, я в отпуске на Шри-Ланке. Марина нам расскажет, что это за дерево. Профессор недоучка предполагает, что это можжевельник. Почувствуйте этот непередаваемый запах. Очень узнаваемый. Да. Нет, вот это вот можжевеловые шишечки, вот прям 100%. Ну, вот пахнет можжевелочкой. Просто в нашей полосе можжевельник выглядит чуть более захеревшим, потому что ему, видимо, не хватает тепла. В парке есть скамейки для отдыха, небольшие детские площадки, ресторанчик, но цены завышенные, пообедать лучше не здесь. Я так понимаю, что хочешь забраться на самое высокое место и посмотреть отсюда, да? Да, Где ресторан? Где можно поесть? Мы сейчас находимся в той части Нуварелии, где живут местные люди. И, в принципе, тут нет отелей и нет ничего такого туристического. Но смотрите, алкоголь иностранный для местных продают. Нувара-Элию называют по-разному. Маленькая Англия, чайная столица Шри-Ланки, а еще самый пьющий город острова. Рядом с автовокзалом и парком Виктория находится огромный рынок с овощами и фруктами. Хотя авокадо или папайя здесь могут оказаться неспелыми. В прохладном для тропиков месте выращивают наши овощи – морковку, картошку, баклажаны, лук, капусту. Из Нувары эти овощи поставляют в другие регионы острова. Совсем недавно в городе построили буддийский храм, он под большой статуей Будды и заметен не сразу. Похоже, местные здесь любят проводить время. Дети заглядывают после школьных уроков, женщины между домашними хлопотами. Нашли христианское изображение Иисуса Христа. Рядом находится кафедральный собор святого Франциска Ксаверия. Это мечеть Аль-Кабир Гранд-Джума, также построена уже в наше время. Посещают ее не все жители города, по статистике мусульман всего 10%, а вот просыпаются под звуки азана, утреннего призыва к молитве, почти все, даже если просыпаться не планировали. Пообедать в этой части города туристу непросто и, скорее всего, опасно. Смотрите, тут на обочине продают еще свежую рыбу, в кавычках свежую. А сейчас я вам, собственно, покажу речку-вонючку, в которой ее вылавливают. Речка и рыбка. Приятного аппетита! Если вы думали, что чипсы из пачки – это вредная еда, то вы ничего не знали о вредных чипсах. Для тех, кто не любит чипсы, есть картошечка фри. Обратите внимание, зажаристая, с корочкой. Блин, я сразу не заметила. И здесь такой стоит непередаваемый аромат солярочки. Даже глаза режет немножко. Рестораны и кафе расположены в противоположной части Нувара-Элии. Главный ориентир – Гранд-отель. В общем, все едят в Нувара-Элии здесь, в Форт-Куде. Честно говоря, думала, что заказ был хумус. Оказалось, что это не хумус, это блюдо из баклажанов. Ближневосточный рецепт, и называется оно муттабаль. А это курица со шпинатом и, я так понимаю, там добавлено карри, потому что запах даже здесь я слышу, карри. А супчик, что за супчик, Марина? Супчик томатный. Здесь я, по крайней мере, уверена. Хотя явно какая-то вода. Для томатного супа, томатный суп должен быть немножко погуще, другого цвета. Больше похоже на морковку. Посмотрим.
Я художник, я так вижу. Дальше отправляемся в идеальное место для пикника. От городского шума в Нуваре-Элии можно отдохнуть на берегу озера Грегори. Озеро Грегори – самое большое рукотворное озеро на Шри-Ланке. Оно было создано в 1873 году губернатором Грегори Уильямом. Его площадь составляет 92 гектара. Сюда могут садиться даже маленькие самолеты. Вход к озеру платный, плавать запрещено. Можно арендовать лодку или вот такой катамаран в виде белого лебедя. В 1896 году на берегу озера Грегори открыли ферму по разведению радужной и коричневой форели. Рыбу завезли из Англии. Она благополучно прижилась и за 100 с лишним лет уже превратилась в форель шри-ланкийскую. Сейчас пытаюсь догнать местную цаплю, подобраться к ней незаметно. Вид с берега нетипичный для Шри-Ланки, но склоны, засаженные чайными кустарниками, возвращают на Цейлон. В окрестностях Нуваре-Элии есть с десяток живописных водопадов. Это Сент-Клер, он находится прямо у дороги по пути к знаменитому пику Адама. Неподалеку еще один водопад – Девон Фоллс. Посмотрите вдаль. Самая священная вершина на Шри-Ланке – пик Адама. Вот она. В следующем выпуске никаких экскурсий. Я заберусь на вершину самой высокой горы и найду деревню, где живут сборщицы чая. Посмотрите, там сделан такой навесик. А дальше на побережье. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Пока-пока.